Сашка с детства была отчаянной девчонкой, она дружила исключительно с мальчишками, лазила по деревьям и заборам. После школы, не слушая никакие уговоры матери и запреты отца, Саша собрала вещи и поехала в город поступать на геолога. Мать причитала, что это мужская профессия, но девушка настояла на своем. Поступила она без проблем, учеба ей нравилась и давалась легко. Но так случилось, что на третьем курсе, во время одной из молодежных вечеринок, она влюбилась в парня, которого все сверстники называли Петрович. Возможно, потому что он был старше всех, учиться поступил уже после службы в армии и сейчас заканчивал институт лесного хозяйства. А вообще его звали Сергей. Он играл на гитаре, и все девушки не сводили с него глаз. Но он выбрал ее, Сашку. Роман закрутился быстро и стремительно. Саша забросила учебу, и когда Сергей позвал ее с собой в деревню, где ему нужно было отработать 3 года по распределению, она все бросила и поехала следом за любимым. Даже родителям не сообщила о своем решении, не хотела слушать их нотации. Решила, что когда устроится на новом месте, тогда и посвятит родителям свои планы. Саша, конечно, понимала, что в глухой тайге им будет тяжело, но ведь с милым Раей в шалаше. Но вышло все не так. Дом им выделили старенький, продуваемый всеми ветрами. Сережа стал работать егерем, пропадал в лесу неделями. Говорил, что надо все изучить, во всем разобраться и поставить себя перед местными так, чтобы уважали. Для этого он представлялся всем своим отчеством Петрович. Односельчане так и стали его звать. Сашка томилась дома одна, как птичка в неволе. Подруги ей были не нужны, с местными девушками не получалось наладить контакт, да ей это и не надо было. Единственное, что еще очень сильно угнетало, так это ее непонятный статус. Сергей так и не сделал ей предложение. Она не жена ему и не невеста, да вообще не пойми кто. Сергей злился, когда она говорила на эту тему. Но когда Саша забеременела, они все-таки расписались. Через год после их переезда родились двойняшки, Пашка и Наташка. Но Сергей как-то без особой радости встретил их появление на свет. Он все больше пропадал в тайге. Отремонтировал избушку на заимке, понаделал каких-то тайных землянок на разных участках своей обширной территории. Стал злым и замкнутым, ничего Саше не рассказывал, но она видела, что у него какие-то проблемы. Иногда у него проскальзывало, что ему совсем не нравится развлекать на охоте местных чиновников и прислуживать им. А это уже начало входить в какую-то систему. Ничего, потерпи, Сашка. Скоро отработаю положенные 3 года и уедем отсюда навсегда, успокаивал он жену. Немного осталось, всего-то каких-то несколько месяцев. Но между ними не было уже той близости и понимания, как раньше. На очередной охоте с местными чиновниками Петрович случайно убил человека. А может и не случайно. Сергей утверждал, что его подставили, наказали за строптивый характер. Да только ему никто не поверил. В общем, дали егерю 4 года, и осталась Саша одна с детьми в деревне. К родителям ехать отказалась, хотя они ее звали и помощь предлагали. Устроилась работать на ферму и стала детей растить, да мужа ждать. Время шло быстро, дети тоже росли. Пашка как-то раз нашел вороненка в лесу. Как он там один оказался, никто не знает. Он долго держал вороненка в руках и поглядывал на деревья. Вороненок орал от испуга, но в округе не было ни одного ворона. «Мама, что делать-то с ним будем?» — крикнул мальчик. «Не бросать же его на съедение диким зверям. Домой отнесем». Саша старалась прививать детям любовь к природе и животным. Для вороненка смастерили большую клетку, накопали червей, назвали его Савелий и поселили на окне. Со временем из крикливого вороненка вырос вполне приличный ворон. Домочадцев Савелий не боялся. Часто усаживался на плечи к ребятам или шарил по кухне. Саша открывала клетку, но улица Савелия не манила. Ворон долетал до ближайших деревьев, но всегда возвращался на свой подоконник. Так и стал он жить с ними, но все же изредка наведывался в лес. Сергей вернулся из колонии совсем другим человеком, тюрьма изменила его окончательно. Все чаще он стал поднимать руку на жену, периодически доставалось и детишкам. Плюс алкоголь делал свое дело. Петрович зверел под его воздействием. Саша вставала на защиту детей. Она бесстрашно бросалась в бой, как тогда в детстве, ее бойцовский характер никуда не делся. С мужем у нее случались драки, потому что она защищалась, не хотела быть покорной жертвой. Но мужчина все равно сильнее. В один из дней он запер забитую жену в сарае, и пока она приходила в сознание, схватил детей и потащил в лес.
Когда Саша очнулась и с трудом выбралась из сарая, в доме было пусто. Даже клетка Савелия опустела, ворон тоже пропал. Она поняла, что случилось что-то недоброе. Но где искать Сергея и детей? Тайга огромная, а он свой участок вдоль и поперек знает. У него полно укромных мест, таких, что найти никто не сможет. А Саша заблудится там почти сразу, и толку от этого никакого. Женщина не знала, что ей делать. Она почему-то не решилась обратиться за помощью к властям, ведь его опять могут посадить, а она все же верила, что еще можно все наладить. Она надеялась, что Сережа изменится. Она понимала, что он мстит ей через детей, специально делая невыносимо больно. Да и что может плохого случиться с детьми, ведь с ними рядом их отец, он их, если что, защитит. И она стала ждать, но они не возвращались. На следующий день, ближе к вечеру, во дворе появился Савелий. Он что-то принес в клюве. Это был бант с головы Наташи. Сердце матери дрогнуло, но она успокаивала себя. Наверное, он просто слетел с головы дочки, и Савелий его нашел. Она все же надеялась, что муж вернется домой вместе с детьми. На следующий день Савелий принес пуговицу от курточки Павлика. Вот тогда Саша запаниковала. Дети явно присылают ей знаки. Так она и последовала за вороном. Через 3 часа, бегая по лесу сквозь овраги и бурелом, она нашла их в одной из почти скрытых от людских глаз землянок. Дверь была снаружи подперта толстым бревном. Через разбитое окно Паша подавал Савелию вещи и велел нести маме. Он надеялся, что она догадается и найдет их. «А где отец?» – спросила Саша, когда освободила их из плена. Он пошел за хворостом, чтобы растопить печь, но так и не вернулся. «Мы найдем его, мама?» – спросил Пашка, но Саша уже все поняла. Сергея она уже больше никогда не увидит. И это было правдой. Тело его нашли через несколько дней в реке. То ли он сам утопился, то ли утонул случайно. Выяснить так и не удалось. Но если бы не ворон, который оказался очень умным и сообразительным, то детям пришлось бы очень туго в этой землянке. О самом страшном Саша даже думать боялась. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.